В бескрайних водах Мирового океана обитает множество различных существ. Самыми страшными из них считают больших белых бестий, готовых разорвать каждого, кто повстречается на их пути. Но, как оказывается, это далеко не так, ведь даже у этой акулы есть соперник в виде касатки, или, как ее некоторые называют, кит-убийца. Но несмотря на свое грозное прозвище, нет ни одного зафиксированного случая нападения на человека с летальным исходом. Это прозвище касатки получили от китобоев конца XVIII века, которые часто наблюдали, как те охотились и поедали огромных китов. Касатка, или, как их кличут биологи, Арсинос орка, это очень известное млекопитающее, которое не спутаешь ни с одним другим существом, а его черно-белый фрак известен каждому. Как и ее близкий родственник дельфин, имеет милую, улыбающуюся и очаровательную внешность. Но за этими 10 тонн веса и 10 метров длины, которые могут достичь эти китообразные, скрывается жуткий нрав и ужасный характер по отношению к другим обитателям морских глубин. Обитая во всех океанах, они приспособились к разным климатическим условиям, от теплых вод экватора до ледяных полюсов, где терроризируют и расправляются с его обитателями в виде рыбы, тюленей, млекопитающих и даже других китообразных. Недавнее исследование ученых выявило у берегов Южной Африки волну убийств белых акул двумя касатками, которые, начиная с 2017 года, расправились и распотрошили по меньшей мере 8 взрослых и 12 молодых больших белых акул, или, как их кличут ихтиологи, Carcharodon carcharias. У всех обнаруженных на побережье тушах отсутствовала печень, а у некоторых и сердце. Побережье Ганзбай находится приблизительно в 120 километрах к востоку от Кейптауна, в котором круглогодично присутствуют большие белые бестии. Этот фактор сделал побережье популярным туристическим местом для любителей понаблюдать за ними. Ихтиологам ранее было известно, что там, где есть касатки, нет кровожадных белых хищниц, которые могут достигать свыше 5 метров длины и иметь до 300 похожих на нож зубов. Последние просто уходили из своих кормовых угодий. Такие ужасные нападения не в диковинку для касаток, которые охотятся на всех, начиная от рыбы и заканчивая голубыми китами. Но такая явная охота двух отдельных касаток на больших белых акул ранее зафиксирована не была. По словам биологов, после появления в районе этих двух китообразных, количество случаев появления белых бестий, в котором ранее доминировали, резко сократилось. За полгода, прошедших после обнаружения первой акулы, ежедневные наблюдения за акулами сократились с 7 до 1 в день. Позже эта цифра упала до 0. Акулы уходили на месяцы, а иногда на целые полгода. Это бегство белых повлияло на местную экосистему, так как тут появился новый средний хищник. Им стала узкозубая акула, на которую ранее охотились белые бестии. Этот фактор может повлиять на всю пищевую цепочку и оказать негативное влияние на всю экосистему. Этих двух самцов, которые расправлялись с акулами, было нетрудно узнать по их боевым шрамам. У одного спинной плавник был загнут вправо, а у другого – влево, из-за чего получили прозвище «левый» и «правый кит». У костистых рыб есть плавательный пузырь, который они могут наполнять газами, чтобы не утонуть, а у акул есть печень. Она очень большая и наполнена жирами, который то и придает акуле плавучесть. Помимо того, что печень акулы наполнена жиром, она очень богата энергией и питательными веществами, необходимые касатке с ее быстрым метаболизмом. Несмотря на свою свирепость, касатки обычно не охотятся на больших белых акул и стараются не вступать в конфликт. По словам исследователей, другая группа биологов обнаружила в Южной Африке редкий подвид касаток, так называемые офшорные касатки, которые не прочь полакомиться большими белыми акулами. Возможно, что левый и правый кит принадлежат к этой группе.